Друзья, всем огромный привет, и сегодня я хочу познакомить вас с топ-20 лучших приложений по мобильной обработке, по мобильной фотографии. И к этому видео я очень долго готовился, реально очень долго, потому что каждое из этих приложений я испытал на своей обработке. Они прошли серьезные длительные испытания, и только после этого я готов рассказать об этих приложениях вам. И да, сегодняшнее видео станет неким прологом. Я вам расскажу вкратце про каждое приложение, и потом мы начнем изучать эти приложения более подробно на курсе «Мобильная обработка», который будет здесь на канале совершенно бесплатно. И поэтому, если ты впервые на моем канале и не подписан, обязательно подпишись, потому что про каждое приложение я тебе расскажу такое, что тебе не расскажут ни на одном канале. А перед тем, как я начну тебе рассказывать про эти приложения по мобильной обработке, давай мы сделаем вот так вот, и ты заскринишь себе эти приложухи, установишь их, и пока мы не приступили к более тщательному изучению, ты сам поэкспериментируешь над ними, поковыряешься и, может быть, найдешь для себя что-то интересное, а в чем-то, может быть, разберешься даже лучше, чем я. Итак, друзья, вы на канале Art Photo Life, меня зовут Серджио, в соцсетях можно найти меня по никнейму Корсар. Итак, топ-20 приложений для мобильной обработки. Поехали! Итак, друзья, все приложения я разбил на определенные категории, и сейчас вы поймете почему. Итак, друзья, самое первое приложение – это приложение, которое называется Lightroom Mobile Adobe Photoshop. И чем интересно это приложение, если вы с ним еще не знакомы? Это просто бомбическое приложение, одно из самых лучших на сегодняшний день, где вы можете отредактировать свою фотографию именно в плане цветокоррекции. Плюс проработав с кривыми. Это фундаментальное приложение, которое делает базовую обработку, на основе которой будет строиться дальнейшая обработка вашего изображения. И если мы в этом приложении откроем с вами фотографию, мы просто увидим множество инструментов. Многие из этих инструментов вам не знакомы, и мы обязательно будем о них подробно рассказывать на курсе «Мобильная обработка». Друзья, здесь можно работать и локально, можно накладывать градиенты, можно сделать светящуюся фару, можно сделать светлее человека, светлее лицо, можно изменить тонировку, применить цветокоррекцию. Это просто серьезный профессиональный инструмент для обработки фотографий. И мы обязательно с вами рассмотрим каждый инструмент, область его применения и как им пользоваться и где и в каких случаях применять. Далее, друзья, программа VSCO. Это просто замечательная программа, которая умеет накладывать фильтры, делать фотографию теплее, холоднее, добавлять всевозможные оттенки. Это приложение помогает добиваться нам кинематографичной художественной картинки на нашей фотографии. Следующее приложение, друзья, это Snapseed. Это маленький Photoshop. Он умеет работать со слоями, он умеет добавлять на фотографию HDR, винтажный красивый эффект и многое-многое другое. Я уже в своих гайдах, или видеоуроках ознакомил вас с этой программой. И в этом курсе мы с вами подробно ознакомимся с каждым инструментом Snapseed и что он умеет делать. Следующее приложение, друзья, это всем небезызвестный PicsArt. Очень серьезная программулина, которая в довесок к Snapseed умеет работать, например, с файлами PNG. Это те фотографии, которые не имеют фона. И вы в этой программе можете добавлять костер, летящих птичек, какую-то анимацию, вообще все что угодно. Также здесь большое количество шрифтов, смайлов, стикеров и так далее. При помощи этого приложения вы можете делать шикарные сторисы и шикарные рилс. И, конечно же, добавлять на ваши фотографии различные элементы и эффекты. Следующее приложение Lens Distortion. Это приложение знаменательно тем, что оно умеет добавлять блики, причем буквально за один клик. И вы мгновенно можете добавить атмосферы в вашей фотографии. Следующее приложение, друзья, это Light Leap. Это приложение, друзья, умеет добавлять небо. Это самое главное, самое большое преимущество этого приложения. Также здесь есть дополнительные эффекты. Вы, например, можете создать на своей фотографии эффект мокрого стекла. Двигаемся дальше, друзья. Приложение Motion Leap. Это родной брат приложению Light Leap. И это приложение тоже может делать много интересного. Например, оно может создавать эффект идущего дождя. Вы можете на этой фотографии добавить стаю летящих птиц, бегущих облаков или идущего снега. И, конечно же, вы потом можете создать гифку, коротенькое видео и выложить это либо в сторис, либо в пост, либо в Reels. Далее, друзья, два замечательных приложения – это Mojo и Animated Stories. При помощи этих приложений можно делать шикарные истории и шикарные Reels. Как делать Reels, используя эти приложения, я показывал недавно в одном из своих видео. Подсказочка будет сверху
сверху, вот здесь вот. Посмотрите обязательно. Итак, эти две программы делают шикарные, просто анимированные сторис. Также, друзья, в этих программах вы можете найти эффект до-после, который многим вам так нравится. Двигаемся дальше, друзья. Есть еще два замечательных приложения. Это Grid Art и Panorama Crop. У меня по этим двум приложениям выходили уже видеоуроки. Пора уже, конечно, обновиться. Вы можете ознакомиться с ними уже сейчас. Ссылочка будет в описании к этому видео и посмотреть, что умеют делать эти программы, эти приложения. А эти приложения умеют делать, друзья, во-первых, они умеют делать шикарные коллажи. И вы можете делать красивые обложки своего поста. А Panorama Crop умеет делать слайдеры, умеет резать вашу фотографию ровненько таким образом, чтобы в пост разместить длинную панораму на несколько кадров. Все это умеет делать программа Panorama Crop. Далее, друзья, небезызвестные приложения InShot и CapCut. Это программы для видео, для создания видеороликов. Я также вам показывал, как делать сторизы и рилзы. Будем продолжать с вами изучать в этом курсе. И, друзья, есть еще одно просто шикарнейшее приложение, которое называется KineMaster. Оно очень серьезное и требует отдельного глубокого изучения. Это более профессиональное приложение для создания видео, где уже более профессиональные, серьезные, сложные переходы, эффекты и прочие фишки для ваших видеороликов. Следующее приложение, друзья, LumiPhoto Editor. Чем мне нравится это приложение? В нем можно моментально сделать красивое тонирование своей фотографии. Оно, знаете, что-то среднее между Lightroom и VSCO. Но здесь сразу моментально можно получить тонировку вашей фотографии. И этим приложением очень удобно пользоваться, когда у вас нету свободного времени и вам необходимо быстренько выложить красивый яркий пост или сторис. Далее, друзья, два замечательных приложения, которые больше понравятся девочкам. Это приложение 3D Loot и Facetune 2. Что делают эти приложения? Они улучшают тонировку кожи, они убирают мелкие недостатки, прыщики, можно разгладить кожу, можно сделать себя чуточку помоложе. Facetune 2, например, может буквально в один клик отбелить ваши зубки, сделать больше глазки, сделать их более яркими, более красивыми, сделать немножко поуже личико, приподнять уголки рта и сделать более обворожительную улыбку. И это все можно найти в этих двух приложениях. И мы обязательно будем с вами изучать их более подробно. Следующее приложение Pixel LR. Это приложение содержит набор шикарнейших ярких эффектов, и оно вам также пригодится, если вам нужно очень быстро обработать вашу фотографию. А еще, друзья, приложение PixLR может повесить на вашу фотографию красивую, интересную бокешку. Итак, друзья, мы подбираемся к 19-му приложению. Это приложение называется Tool with Photos. Это приложение умеет делать красивые коллажи, видео, добавлять брызги на ваши фотографии. И что самое интересное, оно умеет делать отражение. Вот только посмотрите, друзья. Ну, как вам? По-моему, очень даже ничего. Помните, как мы долго с вами мучились, когда добавляли лужу при помощи Snapseed? Так вот, в этой программе это можно делать буквально за один клик. Ну, конечно, руками все-таки делать более точно, но это приложение тоже умеет много чего интересного. И, друзья, на закуску последнее приложение PhotoTime. Если вы хотите быть настоящим профессиональным фотографом, если вы следите за светом и знаете, что такое золотой час, а это именно то время, когда на ваших фотографиях падает красивый солнечный свет, который падает только в определенное время, на закате и на рассвете. Так вот, приложение PhotoTime позволит вам вычислять это время, точное время золотого часа, в какой бы точке мира вы ни находились. Итак, друзья, вот по моей версии топ-20 приложений по мобильной обработке, и этих приложений более чем достаточно для того, чтобы получать все необходимое и использовать их на максимум в нашем креативном творчестве. И что самое главное, друзья, эти приложения имеют самодостаточный набор функций даже уже в бесплатных версиях. И сочетая эти приложения в том или ином виде, двигаясь в таком порядке, в котором я сейчас вам изложил, можно получать на выходе просто шикарные видео и фотографии, которые обязательно не оставят равнодушными ваших зрителей. В общем, подпишись, мы с тобой подробнее начнем изучать каждую эту программу, и уже в следующем видео мы начнем с вами изучать Lightroom и окунемся буквально в каждый инструмент этого приложения.
И да, если впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм и получить в подарок набор моих авторских пресетов. Инстаграм бывает иногда закрыт от ботов, поэтому стучись, я тебе открою обязательно. А на этом, друзья, все. Надеюсь, видео было полезным, поэтому не забудь поставить лайк, подпишись, чтобы не пропускать следующие полезные уроки, в том числе и по курсу мобильная обработка. Творческих вам высот, всем пока и до новых встреч! Change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create.